Что делать с орхидеей, если орхидея замерзла? Как спасти орхидею? В моем случае листья замерзшей орхидеи выглядят вот так. Что произошло с орхидеей? Предполагаю, что вот этот процесс уже идет дней 7. Мной он только был обнаружен в момент, когда я принесла орхидеи с подоконника, чтобы полить. Почему я считаю, что прошло дней 7? Потому что вижу, что вот эти пятна, видите, они уже подсохли. Что интересного? Орхидея стоит на подоконнике вместе с другими орхидеями. Их там штук 10. И такая ситуация обнаружена только у этой орхидеи. Со всеми остальными орхидеями все в порядке. Кроме того, что интересно, орхидея стоит к окну вот этой стороной. К стеклу именно. То есть сказать, что от холодного стекла где-то произошло, может быть, листики дотрагивались до стекла, нельзя, потому что орхидея стоит той стороной к стеклу. А пострадали листья, которые вот сюда, в сторону комнаты, видите, вот так это выглядит, даже вот по пятну здесь видно, что пострадал лист со стороны комнаты как раз-то, а не со стороны стекла. Поэтому что с ней конкретно произошло, неизвестно. С той стороны у нас было холодное стекло, с этой стороны у нас была горячая батарея. Точнее, она была под подоконником, но так как занавеска есть, то, понятно, тепло поднималось вверх, но это и не перегрев, это скорее все-таки идет обморожение орхидеи. Бывают случаи, когда вы получаете орхидею, например, по почте, либо сами пока привезли из магазина, и орхидея была где-то пролита, и могут быть подморожены листья, и тогда эти пятна, они еще мокреющие. Здесь эту ситуацию я просто пропустила, не обнаружила вовремя, когда это произошло. Я уже вижу, когда вот эти пятна, они подсохли. Если орхидеи пострадал вот так лист, я вам сейчас покажу, что мы будем сделать. Но здесь как раз я вам покажу два варианта. Вот когда пострадал лист частично, и вот есть у меня, где лист пострадал практически полностью. Сейчас мы вот это с вами все приведем в порядок обязательно. Самое главное, чего нельзя делать, когда вы обнаружили обморожение на орхидее, и без разницы, это листики у вас подмерзли, ствол, либо корни, это не надо нам орхидею поливать. Минимум 7 дней. Мы даем 7 дней на то, чтобы вот эти пятна, они просохли. А дальше мы смотрим по ситуации. У этой орхидеи есть листья живые, здоровые, хорошие. Корни сами, видите, не пострадали. Понятно, орхидея просушена, я ее принесла на полив, но не поливала, и пока поливать я ее не буду. Несмотря на то, что, конечно, полив уже нужно было бы сделать. Но в данном случае есть листья, которые потянут влагу. Поэтому я эту орхидею уже через несколько дней небольшими порциями воды буду проливать. Если уже у вас полностью пострадала верхушка, осталось там на стволиках, знаете, вот маленькие вы пообрезаете, например, маленькие листики там остались, тогда орхидею можно оставить и на 10 дней и отпаивать потом еще меньшим количеством воды. Тут, конечно, смотрите по обстоятельствам, есть ли у вас зеленая масса, которая потянет ту влагу, которую вы дадите орхидее в момент полива. Это вот то, что нельзя делать. Это сразу орхидею поливать. Что же нужно нам сделать? Нам нужно поставить с вами орхидею в теплое, светлое место. Но опять же, не прямые солнечные лучи, как видите, у меня в данном случае, несмотря на то, что сейчас зима, но в январе было морозно и одновременно солнечно, и на южном окне у меня орхидея уже получила пересвет. Вот стволик, он посветлел, света было много. Где-то попали прямые солнечные лучи, тем более, что это южное окно. Поэтому этого мы также с вами избегаем. Убираем орхидею с прямых солнечных лучей, но в то же время обеспечиваем свет 12, 14, 15 часов в сутки. Это мы с вами смотрим и естественное освещение, если орхидея стоит на подоконнике, где-то на окошке, и смотрим дополнительное освещение, то есть складываем это время, чтобы вместе было где-то 12-15 часов. Плюс ко всему ставим орхидею в теплое место, градуса 22 будет просто идеально в данном случае для орхидеи. И аккуратненько с увлажнением. Если где-то рядом совсем работает увлажнитель, убираем. Сейчас лишнюю влагу вокруг этой орхидеи нам создавать не надо. Если есть пятна, наша цель, чтобы эти пятна подсохли. И наблюдайте, чтобы эти пятна не росли. Можно для этого любым маркером взять, нарисовать границу, и вы будете видеть, растут эти пятна или не растут. И также в первые буквально 3 дня вы поймете, подсыхают они, либо растут. Ну, здесь уже видите, хорошо, это уже все подсохло у орхидеи.
Поэтому в данном случае уход за орхидеей заключается именно в обеспечении ей светлого, теплого места, где влажность не превышает допустимую. И давайте с вами разберемся с этими листьями, которые в данном случае пострадали. Весь инструмент, которым работаем, обязательно мы с вами дезинфицируем. Я вижу, что у меня внизу есть полностью пожелтевший лист. Видите, вот сухая часть. Дальше желтая часть. Скорее всего, он тоже будет просто высыхать, но я его сниму, он мне не нужен. Есть вот частично, то, что касается частично. Но я вижу немножко больше поврежденной ткани. Вот граница, она вот прям очертана так удобно. Чуть больше, нежели пострадавшая ткань. Я срезаю. Вот так. Как показывает опыт, если есть отеки на листьях орхидеи, где-то идут процессы, лучше всего срезать, не ждать. Внешний вид вы уже и так потеряли, а чтобы шли эти пятна дальше, нам с вами не надо. Плюс ко всему, после обморожения могут подключиться бактериальные заболевания. Распространение их нам также не надо. Поэтому я рекомендую все же эти листья сразу обрезать, как только вы это увидели. А пойдет расти дальше, не пойдет, вы все равно увидите, потому что граница у вами уже очертана именно ножницами в данном случае. Далее тоже захватываю больше ткани, нежели пострадала. Вот так. Все, убираю. Потому что дальше бы вот эта часть начинала у меня сохнуть, это желтеть, и процесс шел бы дальше. Конечно, может пойти и дальше в этом случае, но меньше вероятности, нежели если мы с вами вот эти листья оставим. А они в любом случае не работают и свою функцию уже не выполняют. Далее, пока обрежу, но я вижу, знаете, как здесь пятно идет? Вот так, и вот мне кажется, оно уже пошло глубже. Так, обрезать глубже дальше я всегда успею, пока убираю вот эту часть, хотя видите, вот это пожелтение уже идет, и я подозреваю, что вот этот лист, он все-таки будет дальше желтеть. Если он продолжит желтеть, я увижу, я просто сниму полностью со стволика. И нижний лист. Причем, смотрите, еще интересный факт, о котором я вам много лет говорю по своим наблюдениям. Если орхидея хоть раз гнила, было бактериальное заболевание, грибковое заболевание, при неблагоприятных условиях это будет первая орхидея, которая создаст вам проблемы. И тут я, знаете, что вижу? Красное пятно. Значит, я ее обрабатывала препаратом Максим, значит, мне уже что-то когда-то у этой орхидеи не нравилось. Кстати, это моя орхидея пульсация. Орхидеей я очень довольна. Да, простое цветение. Не очень ценный, конечно, это сорт орхидеи. Но зато она такая труженица. Она у меня летом как зацвела. Вот сейчас фотографии добавлю летнего цветения. И вы знаете, наверное, она только в конце декабря перестала цвести. Больше, чем полгода просто цвела эта орхидея. Труженица, цветет замечательно. Да, цветы немного выцветают. Но орхидея очень отзывается на уход, очень благодарна. Куплена была у меня в простом супермаркете, по-моему, да, в продуктовом супермаркете. Тогда я купила орхидею Тарина и вот эту орхидею Пульсация. Довольна. Надеюсь, конечно, что с ней ничего не произойдет. И сейчас вот я сниму этот лист, держу как раз в руке, что там на шейке нет никаких гнилей, все хорошо, сюрпризов нет. Но если что, вот такую орхидею рекомендую и сама еще раз приобрету, скажем так. Все, снимаю вот этот лист, я думаю, вопросов тоже нет. Видите, вот было какое-то повреждение, высыхает, желтеет, высыхает. Вот эти процессы, как я вам говорю, по очереди идут. Видите, вот высыхает, дальше желтеет. Ну, здесь уже желтел полностью. Кстати, вот нижний лист, если было прохлада именно от подоконника шла, вот нижний лист больше всего пострадал. И дальше, видите, по убывающей идут листочки пострадавшие. С этой стороны пострадали, с этой ни одного поврежденного листа. Достаем. Так, сейчас я немножко подниму вот так. И чтобы лучше было видно, нам надо немножко кору разобрать от шейки. Потому что в любом случае я хочу увидеть, вот видите, вот так глубоко идет, хочу увидеть шейку, чтобы в месте, где вот этот лист крепится к шейке, не было никакого пятна, никаких у меня подозрений не возникло, что там может быть гниение или какое-то пятно. Потому что, ну, пускай не завтра, ну, где-то послезавтра, может, еще дня через 3, я вижу, 3 дня у меня точно здесь есть, я начну эту орхидею поливать. Так, черное, но сухое. Вот эти часто черные пятна могут быть сухие, этого мы не боимся. Так, главное снять полностью от листа. Я вижу, там корень нам надо обойти. Тоже, видите, но сухая ткань. И давайте рассмотрим поближе, что там у нас.
Вижу вот этот корень, причем этот корень, по-моему, высохший или работающий он еще. Ну ладно, пусть остается. Думала, может быть, обрезать. Вот, смотрите, что у нас там. Ну, никаких пятен, гниющих процессов здесь нет. Видно, да? Все там сухое, поэтому оставляю. А вот эту ткань, видите, открытую, которую я обрезала, лучше всего обработать антисептиком. Если у вас нет ничего специального, возьмите просто перекись и обработайте перекисью, тоже будет очень хорошо. У меня, знаете, что есть биофунгицид, бактерицид. Я обработаю вот этим стрикаром. Это я вверх ногами держала баночку для того, чтобы препарат хорошо перемешать. И вот сейчас так кисточкой небольшое количество этого препарата вот так по краю листа я нанесу. Вот таким образом. Просто закрою эту открытую ткань. Но опять же, если ничего нет, пожалуйста, используйте перекись. Уход за орхидеей в данный момент вот такой, как я вам показала. Так, на каждый листик нанесу. И вот интересный момент. Изначально так сложилось, что орхидея, видите, растет ровненько, листики расположены симметрично, один лист вперед. И я вам говорила, ну пускай бы этот лист уже начал отсыхать, с него пошло питание, орхидея начала вытягивать питание, я бы его с удовольствием убрала. Так как-то здоровый лист не хочется убирать, но и в то же время он неудобен. И опять же, если размышлять, вот этот лист к стеклу был ближе всего, и он не пострадал. А листья, которые были сзади, и наоборот им шло тепло где-то от батареи, видите, они пострадали. Может быть, еще на контрасте. Холод, жара от батареи, может быть, и из-за этого произошло. Поэтому берегите свои орхидеи. Сейчас в холод, видите, даже на подоконнике, где у меня показывало 15 градусов на термометре, орхидея 1 из 10, но вот так среагировала и пострадала. Может, у нее был ослаблен иммунитет, может, еще сыграло что-то роль. Сейчас мы с вами можем только догадываться, что же произошло. Пишите, пожалуйста, в комментариях, сколько у вас пострадавших в этом сезоне орхидей. Есть ли орхидеи, которые замерзли, получили обморожение, пострадали именно от мороза. А всем желаю хорошего времени суток. Пока-пока.